Мода на феминизм не проходит вот уже несколько лет подряд. Коснулось всеобщее помешательство и киноиндустрии. В последние годы одна из любимейших тем разговоров в Голливуде – отсутствие картин, где женщина выступает не просто в роли очередной сексапильной подружки, а показана сильной и глубокой личностью. Чтобы еще раз обратить внимание на женский вопрос, в 2014 году британский фестиваль Бадфильм Фестивал ввел новую категорию фильмов "-F", которая бы напоминала зрителю, что лента одобрена феминистками. Рейтинг присуждается тем картинам, где есть сильные женские персонажи. Режиссером или сценаристом является женщина или на экране решается один из женских вопросов. Идея рейтинга выросла из знаменитого, но не совсем точного теста на гендерную предвзятость, теста Бекдел, который назван в честь придумавшей его карикатуристки Элисон Бекдел. В 1985 году одна из героинь ее комикса высказала мысль, что стоит идти только на тот фильм, в котором есть хотя бы две женщины, разговаривающие друг с другом о чем угодно, но только не о мужчинах. С тех пор этот тест широко используется не только для оценки фильмов, но и искусства в целом. Многие замечательные фильмы с невероятно сильными героинями не могут пройти тест Бекдел просто потому, что там, например, нет двух женщин. «Взять хотя бы «Гравитацию» с Сандрой Буллок», — сказал как-то продюсер фестиваля Бадфильм Фестивал Холли Тарквини. Мы решили пойти дальше и отмечать те ленты, в создании которых ключевую роль играла женщина или затрагивается насущная женская проблема. Конечно, рейтинг F получат и те картины, в которых главный женский персонаж достоин уважения. Тогда, в 2014 году в фестивале Бадфильм Фестивал приняло участие более 40 фильмов, из них только 17 смогли получить заветную букву F в аннотации. Мы также решили внести небольшой вклад в развитие феминистского движения и создали подборку из 11 картин, которым с чистой совестью и абсолютной гордостью можно присвоить заветный F-рейтинг. «Иствикские ведьмы», год выпуска, 1987, режиссер, Джордж Миллер Фролих, Джек Николсон, Мишель Пфайффер, Шер, Сьюзен Сарандон. Обиженная женщина – это страшно, и месть ее будет ужасна, будь обидчик человеком или дьяволом. Трех дамочек, очарованных самим Джеком Николсоном, играют Шер, Сьюзен Сарандон и Мишель Пфайффер. Незнакомец с говорящим именем Мистер Д. приезжает в Иствик и по очереди соблазняет трех одиноких подружек, а когда те понимают, что имеют дело с нечистой и решают сбежать, начинает воплощать в жизнь их самые страшные кошмары. Однако, хоть он и сатана, а победить ущемленное дамское самолюбие не в состоянии.
загадочному мистеру предстоит жестоко поплатиться за свои грехи и вынести важный урок: если хочешь остаться на высоте, не связывайся с отчаявшейся женщиной. «Стальные магнолии», год выпуска 1989, режиссер Херберт Райс Фролих, Салли Филд, Ширли Маклейн, Дэрил Ханна, Джулия Робертс. Нетривиальная история о нежной дружбе 6 женщин, которую они пронесли сквозь всю жизнь. Главное у них – красавица Шелби. Именно она вдохновляет подруг на подвиги, возрождает в женщинах волю к жизни в самые трудные периоды. Повесть о сильной женщине, которая благодаря своему внутреннему стержню способна примирить с суровой реальностью не только себя, но и других. А Джулия Робертс за роль в этой картине получила свою первую номинацию на «Оскар». «Солдат Джейн», год выпуска 1997, режиссер Ридли Скотт Фролих, Деми Мур. Мы можем сколько угодно отбрыкиваться от боевиков, триллеров и прочего экшена, который так уважает противоположная половина человечества, но этот фильм добавить в список рекомендованных к просмотру просто необходимо. Речь пойдет о Джордан Анил, первой женщине, попавшей в спецотряд «Морские котики». Захватывающий сюжет, глубокий психологизм, за которыми как-то теряются и реки крови и все остальное, что мы, женщины, совсем не любим, вне зависимости от того, феминистки мы или не очень. Это фильм о том, как закаляется человек, попавший в новые, практически невыносимые для себя условия. А если это женщина? Все будет еще сложней, но приз, обещанный в конце, дороже всех необходимых для этого испытаний. Эрин Бракович, год выпуска 2000, режиссер Стивен Содерберг Фролих, Джулия Робертс. Фильмы, основанные на реальных событиях, всегда завораживают. Потому что каждой женщине приятно думать, что не одна она борется за существование в суровом мире мужчин. Меж тем, героиня Джулии Робертс именно борется за существование, не только за свое, кстати. Короче говоря, лучший пример сильной и независимой женщины, которая ради справедливости готова пожертвовать абсолютно всем, в том числе и любовью. Разведенная мать-одиночка не в добрый час обнаруживает малоприятную вещь. Благодаря работе в юридической фирме Эрин находит факты о загрязнении окружающей среды. Дело тянет на грандиозный скандал. Ради того, чтобы добиться правды, Эрин придется преодолеть немало препятствий, в том числе и в лице мужчины, которого она уже успела полюбить. Но тут уже дело выбора, правда или любовь. Несложно догадаться, что истинная феминистка выбирает правду. Именно за главную роль в этой картине Джулия Робертс получает своего единственного пока Оскара. Фрида, год выпуска 2002, режиссер
Джули Теймор Фролих, Сальма Хайек, Альфред Молина. Истинная феминистка способна на любовь к мужчине. То, что нам подсовывают современные агитаторы, чушь, способная убедить разве что маленькую девочку. Конечно, это любовь женщины, которая способна трезво оценивать свои возможности. Без лишних комплексов и неуверенности, далекая от понятия романтики. Великая художница Фрида Кало любила своего мужа Диего яростно, так что сразу и не разберешься, страсть это была или ненависть. Режиссеру Джули Теймор удалось транслировать ту самую атмосферу любящей, страдающей сильной женщины. Ну, и конечно, неподражаемая Сальма Хайек, будучи великолепной актрисой, она к тому же удивительно похожа на Фриду. Феноменальное сходство актрисы с главной героиней, блестящая режиссура, держим в уме целых 2 Оскара, заставит просмотреть вас картину на одном дыхании. «8 женщин. Год выпуска», 2002. Режиссер: Франсуа Озон Фролих, Катрин Денев, Эммануэль Биар, Фанни Арданазон, который вечно стремится копаться в человеческой психологии, создал идеальный женский мир. Правда, с оговоркой: пространство, где правит исключительно представительница прекрасного пола, это довольно жуткое зрелище, если не сказать больше. Во-первых, женщины, обретшие, наконец, власть, пусть и над одним домом, расправляется с единственным мужчиной, он в одиночку справиться с ними просто не в состоянии. Загадочный герой мужского пола так ни разу и не появится в кадре, ему там делать нечего. Во-вторых, они с завидной скоростью принимаются поглощать друг друга. Впрочем, это дело только ради дела, потому что мысль-то в конечном итоге оказывается пугающе проста: женщину уничтожить невозможно. Ее можно остановить на некоторое время в ее жажде разрушения, но избавиться – никогда. Что ж, абсолютно по-мужски честный взгляд на слабую половину человечества, щедро сдобренный черным юмором и хорошей музыкой. Хотя, после 8 женщин сказать, что мы, слабая половина, будет непросто. «Убить Билла». Год выпуска, 2003. Режиссер: Квентин Тарантино. Фролих, Ума Турман, Люси Лью, Вивека А. Фокс. Тарантино знает толк в эффектном кино, от которого невозможно оторваться. Есть в этих натуралистических подробностях какое-то свое неподражаемое обаяние. «Убить Билла» — это классика. В беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Пуля в голове жертвы, кровь на подвенечном платье, темнота. Но Черная Мамба на то и женщина, чтобы не сдаваться просто так. После 4 лет, проведенных в коме,
Она снова полна сил и готова незамедлительно отправиться на поиски тех, кто ее предал. Будет море крови, захватывающий сюжет и, конечно, прекрасная Ума Турман в эпицентре событий. Степфордские жены. Год выпуска, 2004. Режиссер, Фрэнк С. Фролих, Николь Кидман. Мэттью Бродерик. Идеальных женщин не бывает, как, впрочем, и мужчин, но фильм не про это. Вроде бы это ясно, как день. И все-таки из года в год нам навязывают несуществующие в реальности модели поведения, принципы жизни и образ мышления. Фильм «Степфордские жены» рушит все стереотипы. Невероятная феминистка, в исполнении Бетт Мидлер, не хочет быть как все, в ее доме всегда беспорядок, но ей плевать на него, она только и делает, что пишет книгу. Посреди всеобщего хаоса затерялась парочка детей. Муж, на которого героиня Бет успевает покрикивать в перерывах между литературным творчеством. Малышка на миллион. Год выпуска, 2004. Режиссер, Клинт Иствуд. Фролих, Клинт Иствуд, Хилари Суэнк. Угадать в ленте Иствуда шекспировский сюжет трудно, а меж тем, это именно он. Вернее, вольный пересказ, основанный на одной из самых известных пьес «Укрощение строптивой». Это фильм о девушке, предпочитающей, пожалуй, самый мужской вид спорта из возможных – бокс. Решив посвятить себя спорту, официантка Мэгги попадает к пожилому тренеру. В его понимании, место женщины где угодно, но точно не на ринге. Мэгги готова доказать его неправоту, но не словом, а делом. А поскольку женщина – существо упорное, особенно при условии, что задето ее самолюбие, развитие сюжета будет самым непредсказуемым. «Северная страна». Год выпуска, 2005. Режиссер, Ники Кара Фролих, Шарлиз Терон, Томас Кёртис. Кажется, это самый феминистический фильм из всей нашей подборки. Женщина, которая борется за свои права в жестоком мире мужчин. Суровая реальность, как она есть. После развода Джойзи вынуждена вернуться в свой родной город и устроиться работать на шахту. Вот, пожалуй, самый яркий пример сильной женщины. Мужчины, не терпящие конкуренции со стороны представительниц слабого пола, выдвигают им свои унизительные требования. И тогда Джози, пойдя на большой риск, решает обратиться в суд, чтобы защитить себя и своих подруг. «Храбрая сердцем». Год выпуска, 2012. Режиссер, Марк Эндрюс, Бренда Шипмен, Стив Пурселл. Милая сказка с намеком. Принцесса, рыжеволосая красавица Мерида, больше похожая на парня в юбке, стрелять из лука, гонять по лесам на верном жеребце и взбираться по отвесным скалам без страховки ей нравится куда больше, чем вышивать и играть в куклы. Сбегает в лес из-за чего дома, потому что не хочет замуж.
Согласитесь, очень актуальный сюжет, учитывая наши реалии. Принцы пошли нынче не те, а сыграть свадьбу ради процесса и белоснежного платья. Это, знаете ли, извращение какое-то. Мерида относится к тем, перед кем выбор стоит принципиальный, все или ничего. В данном случае, ничего, потому что, сбежав из дворца и обратившись к колдунье, условно злой, принцесса, сама того не ведая, подвергает своих родных страшному заклятию, а по факту, становится заложницей ситуации. Чем все закончится, известно, ведь сказки должны заканчиваться хорошо. Но свадьбы не ждите, ведь это же очевидно, замуж за первого встречного выходить не стоит, иначе можно пропустить все самое интересное. Источник фото, кадры из кинофильмов.